Приветствую всех на моем канале, меня зовут Иваницкая Ирина. И в этом мастер-классе я покажу, как сделать колье с красными розами. Это первая часть урока, где мы с вами подготовим все детали для сборки, а в следующем видео будем собирать их в колье. Для работы вам понадобится полимерная глина красного 2 оттенков, зеленого 2 оттенков и полупрозрачного цвета. Инструменты. Круглый каттер маленького размера. И каттер в виде листочков. Если таких нету, то можно вырезать трафарет из картона. Молот, лист с прожилками. Проволока 1 мм и 0,3 мм. Акриловая краска коричневого и красного цвета. Из темно-красной глины катаем 5 шариков разной величины. 1 большой, 2 средних и 2 маленьких. Формируем из шариков капельку с 2 острыми сторонами. Закрепляем капельку основу на зубочистку и плотно приклеиваем к ней. Глину этого же цвета раскатываем в тонкий пласт и каттером вырезаем 9 кружков. Это будут лепестки. Сплющиваем каждый лепесток, делая его тоньше, и слегка вытягиваем. Собираем первый ряд из 3 лепестков, плотно приклеиваем их по кругу к основе, чтобы получился бутон. Второй ряд собираем также из 3 лепестков и приклеиваем их по кругу, чуть выше первого ряда. Третий ряд собираем по такому же принципу, но уже не так плотно, чтобы края предыдущих лепестков были видны. Раскатываем такой же тонкий пласт из ярко-красной глины и каттером вырезаем 3 лепестка. Тоже сплющиваем лепестки и собираем 4-й ряд. Приклеиваем лепестки по кругу, чуть выше предыдущего ряда. Клеим их внахлёст. То есть каждый лепесток поддеваем под предыдущий лепесток. И края лепестков загибаем с 2 сторон. Если вам трудно делать большие розы, то на этом этапе я рекомендую запечь их 10 минут при 110 градусах, предварительно отрезав лишнюю глину ножку, так как в дальнейшем не все смогут удерживать ножку цветка на зубочистке, и он просто отвалится раньше времени. Я же буду продолжать собирать на сырой цветок. Раскатываем более толстый пласт из ярко-красной глины и вырезаем из него 12 кружочков. Чем толще пласт, тем большего размера могут получиться лепестки. Также сплющиваем их, лепестки должны получиться крупнее предыдущих. И собираем 5-й ряд из 5 лепестков, клеим их по кругу внахлёст. И тоже загибаем лепестки с 2 сторон вниз. Шестой ряд собираем из 7 лепестков. По тому же принципу приклеиваем их по кругу внахлёст, клеим лепестки и загибаем их вниз.
Поправляем цветок и аккуратно срезаем лишнюю глину. А розу снимаем с зубочистки. Вот такой вот цветочек должен получиться. Остальные розы собираем по такому же принципу. Большая роза у меня получилась 3 см в диаметре, средняя роза 2,5 см в диаметре и маленькие розы по 2 см в диаметре. Берем серебряную проволоку 0,3 мм и нарезаем ее на кусочки, где-то по 18 см. Складываем их пополам, круглогубцами сверху делаем петельку. На все колье таких проволочных заготовок понадобится 41 штука. Делаем бутон, формируем из темно-красной глины острую капельку. Формируем ее на проволочной петельке. И плотно собираем 3 лепестка по кругу. Должен получиться небольшой бутон, не больше 1 сантиметра. Для зелени смешиваем зеленую и полупрозрачную глину, как показано на фото. Должно получиться 2 оттенка полупрозрачного зеленого цвета. Из полученного светло-зеленого цвета формируем зеленый бутон. Он должен быть в 2 раза меньше, чем красный бутон. И тоже его закрепляем на проволочной петельке. Из полученного темно-зеленого цвета делаем чашелистики. Нарезаем тонкий пласт на длинные острые треугольники. На красный бутон понадобится 4 чашелистика, на зеленый 3. Приклеиваем чашелистики к бутону по кругу, чтобы края слегка выходили за бутон. И иголкой придаем легкие волны чашелистикам. Отрезаем лишнюю глину. Формируем ножку из того же цвета. Обклеиваем проволоку на 1 см. У основания ножка должна быть шире. Весь бутон с ножкой должен получиться не больше 2 см. Вам нужно будет сделать красные бутоны 2 размеров, 8 больших бутонов и 3 маленьких. Зеленый бутон делаем по такому же принципу, но он должен быть меньше остальных бутонов и вместе с ножкой тоже не превышать 2 см в длину. На все колье вам понадобится 5 зеленых бутонов. Делаем листики светло-зеленого цвета, вырезаем их катером или с помощью картонного трафарета. Я делаю большие и маленькие листочки. И с помощью молда придаю текстуру. Закрепляю листочки на проволоку петелькой внутрь. Я рекомендую собирать листики отдельно на проволоку и делать их с ножкой. Так они будут держаться крепче и не будут отваливаться. А ножка на лепестках и бутонах по максимуму скроет вашу проволоку, поэтому она не будет темнеть и ваше колье прослужит намного дольше. Большие и маленькие лепесточки по размеру должны быть не больше 2 см. Больших листочков вам понадобится 16 штук на все колье. И маленьких листочков на все колье вам понадобится 10 штук. В длину все элементы должны получиться примерно одного размера. На этом этапе запекаем все элементы 15 минут при 110 градусах. Смешиваем коричневую и красную акриловую краску. И начинаем окрашивать сначала листочки. Окрашиваем весь листок с 2 сторон. Салфеткой стираем излишки краски, так чтобы она осталась в прожилках и на краях листика.
После окрашиваем чашелистики на бутоне. Прокрашиваем только края листиков. Излишки краски с ножки стираем салфеткой. И то же самое все проделываем со всеми листочками и бутонами. Тем же смешанным цветом окрашиваем края лепестков роз. Более насыщенно выделяем середину лепестков. Чтобы краска ложилась ровно, кисточка должна быть практически сухой. Вот такой вот цветочек получился. И все то же самое проделываем со всеми остальными розами. Все элементы готовы к сборке. На этом первая часть урока заканчивается, а сборку этого колье вы можете посмотреть в следующем видео. Спасибо всем за просмотр и за ваши отзывы, что вы мне пишете. Надеюсь, вам было интересно, поэтому ставьте лайк, не забываем подписываться на мой канал и встретимся в следующем видео. Желаю всем творческих успехов!